теперь вопрос на засыпку. Сколько же было на территории Украины войн и какое количество людей погибло, окропив эту землю, матушку, своим кровью, потом и полегло в нее для того, чтобы создать такое количество чернозема. Здравия тебе, наш дорогой зритель. Мы давно не встречались с тобой. Вот уже более 2 месяцев. Более 2 месяцев назад мы проснулись от звуков далеких взрывов. И хотя живем в относительно спокойном месте, не можем оставаться равнодушными к происходящему. Шок, ужас, страх, отрицание. Все эти стадии мы проходили и продолжаем проходить, слушая очередные новости с фронта или общаясь с родными и друзьями, оказавшимися непосредственно на сцене театра военных действий. Интересное словосочетание, не так ли? Тем не менее, наша позиция, а я бы сказал, даже суперпозиция, высоко в горах, далеко от городов, 10 лет вне системы, позволяет нам смотреть на происходящее со стороны, сохраняя рассудок холодным, смысл здравым, а мышление критичным. Что происходит, нам понятно. Но говорить правду в нашем мире тотальной лжи – это уже криминал. Между прочим, про ложь в этом мире обязательно посмотри вот это наше видео. Мы живем в мире тотальной лжи. И когда нас спрашивают, почему мы оставили успешный бизнес в столице и уехали жить в природу, мы отвечаем, что искали что-то настоящее, честное. То, что мы и нашли здесь. Это земля. Цветы, деревья, ветер, дождь, животные, даже мыши, жрущие твои запасы. Все это правда. То, что стоит изучать, знать то, чему стоит отдавать время своей жизни. И находясь здесь в правде, мы понимаем, что сейчас есть дети, которые пострадали от этой никому не нужной лживой войны. И мы сейчас все свои усилия, средства и ресурсы направляем на создание реабилитационного ретрит-центра «Биосвит» для деток, которые пострадали. Наша задача — вернуть им веру в жизнь, в светлое чистое небо, мирное небо, в то, что жизнь может быть и жизнь должна быть хорошей, изобильной, счастливой, довольной и радостной. Пожалуйста, поддержите нас. В описании к этому видео есть ссылка на Donation. Любая сумма нам сейчас очень важна. Благодарю. И продолжаем дальше. И поэтому сегодня мы будем задавать вопросы, а отвечать на них ты будешь самостоятельно. Или сообща. Дружно пишем свои ответы и соображения на поставленные вопросы в комментариях. Извечный принцип «разделяй и властвуй» сегодня используется как нельзя лучшим образом. Весь мир разделен надвое. Одни считают Путина чудовищем, другие чуть ли не мессией, спасителем России. Но уж точно никто не считает его глупцом. Так кто же глуп? Возможно, те, кто верит, что Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а в результате в рекордные сроки нацифицировал, милитаризировал ее до предела, чего не смог сделать ни один президент за 30 лет независимости. Отсюда вопрос, действительно ли цели так называемой спецоперации – это денацификация и демилитаризация? Возможно ли, что истинные цели совсем другие, но их просто не афишируют? А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. Как их понять? Может, нужно просто присмотреться к происходящему? Итак, что мы видим? Героический образ советского, считай, русского воина демонтирован, так же, как и памятники ему по всей Европе. Так же, как и образ арийского народа, и его древние свастические символы были в свое время дискредитированы, опозорены и табуированы посредством прошлой мировой войны. Все стороны и страны, завязанные на данной ситуации, несут миллиардные убытки. Россия и Украина ослаблены до предела. Гаубицы в Украине наносят удары экономике всего мира. Безработица и нищета на повестке сегодняшнего дня. И если промышленность Украины уничтожается физически, то промышленность России уничтожается санкциями. Также мы наблюдаем апофеоз пропаганды, торжество цензуры с обеих сторон. Со времен СССР
Не было такого, чтобы все каналы говорили одно и то же. Это касается как Украины, так и России. Любое событие, любой факт обеими сторонами подается кардинально противоположным, что наталкивает на мысль о, мягко говоря, их необъективности. Но важно не то, в чем СМИ Украины и России разные. Важно то, что у них общее. И их явная общая цель – взращивать и удобрять ненависть к противоположной стороне. И если уж мы заговорили о медиа, то, внимание, вопрос. Почему до сих пор стоят и успешно функционируют вышки сотовой связи и телебашни? Не потому ли, что основная битва идет в головах? Следующий вопрос. Почему бомбы не трогают промышленные объекты, принадлежащие олигархам? Почему основные логистические узлы, дороги, мосты, ЖД-пути остаются неприкосновенными? Ведь танк на ЖД-платформе и танк на поле боя совершенно разные по своей уязвимости цели. Не так ли? И речь идет про логистические узлы обоих сторон. Идем дальше. Почему памятник дружбы народов в Киеве с опломбом демонтирован, а газопровод, изначально называвшийся «Дружба», продолжает исправно качать российский газ? Все перечисленное приводит нас к выводу, что озвученные и реальные цели так называемой спецоперации – это разные вещи. И мы думаем, что реальные цели достигаются ежедневно и весьма успешно. Это уничтожение молодых, здоровых мальчишек с обеих сторон. Да, смерть обычно в глазах обыкновенного человека это большое горе. Но все-таки что есть смерть на самом деле и как к ней относиться, я рекомендую посмотреть наш фильм. Итак, дальше. Это ослабление возможности стран противостоять внешней угрозе. Это зачистка территории Украины от лишнего населения. Это, возможно, красиво съехать с темы пандемии, а то уж больно много вопросов стало к ней возникать. Ну и напоследок, это приближение третьего всадника апокалипсиса – голода. Уже сейчас известно, что половина всех посевных площадей в Украине не будут засеяны. Россия уже прекратила экспорт продовольствия. И медийные посылы ожидаемого голода звучат так же призывно, как мантры о войне осенью 2021. А изюминкой на торте пусть будет вопрос о дате начала военных действий. Предыстория для зрителя, кто не в теме, такова. 24 августа 1991 года Верховным Советом УРСР, что такое УРСР, надеюсь, наши зрители знают, была подписана Декларация независимости. Далее, в декабре того же года был проведен референдум, чтобы, как бы заручившись волей народа, создать независимую Украину. Однако оба этих юридических действия, как декларация, так и референдум, были проведены с ошибками, скорее всего умышленно, так как согласно закону СССР, который действовал на тот момент, закону СССР о выходе республик из состава СССР, референдум должен быть проведен не ранее, чем через 6 месяцев после декларации. Кроме того, согласно Юстинианово право, время на самоопределение и подтверждение правосубъектности составляет 30 лет. Объединяем эти два факта. Отсчитываем от 24 августа 1991 года 30 лет и 6 месяцев. Бинго! Мы попадаем в дату 24 февраля 2022 года, дату начала операции. В рамках этого понимания очень в тему звучит постпред Украины в ООН Кулеба. Советского, мать его, Союза. Как это понимать вообще? Вроде же пока еще ничего, никаких новостей не было. Мы еще опять в совке, что ли, живем? С точки зрения международного права, геополитические преобразования 1991 года не привели к исчезновению СССР как субъекта международного права. Государство под названием СССР не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность. А дальше думайте сами. Мы уже 10 лет вам рассказываем, что из города нужно валить. Мы говорили об этом и в этом фильме, и вот здесь, и вот в этом фильме. Рекомендуем вообще просмотреть все наши плейлисты для того, чтобы поднатореть с теорией и готовиться к практике. Последние события подтверждают это как нельзя лучше, и ситуация будет ухудшаться из года в год. И пандемии, и войны, и голод касаются в первую очередь жителей городов.
Времени на раздумья на самом деле уже нет. Действуй, а мы пошли создавать чернозем, изобилие и благосостояние. Ну и, собственно, финальная часть нашего марлезонского балета, а именно процесс создания чернозема, гумуса, плодородного слоя, на котором все растет на этой планете. Так вот он какой. Посмотрите, рассыпчатый, нежный, настоящая земля. Надо понимать, что вот этот чернозем сверху уже весь был заросший травами, которые только что я срезал. Так вот этот чернозем 2 года тому назад был тем самым навозом, который мы с вами сейчас выгребали из нашего домика для коз. В нем много червяков, и он очень плодороден. И вопрос на засыпку. Как говорят, Украина самая богатая на чернозем страна в мире. Более 40% что ли черноземов. Еще в годы Второй мировой войны нам вещали учебники истории, что гитлеровская Германия вывозила из Украины чернозем. Да-да, вот этот вот чернозем вывозила просто его вагонами. Теперь вопрос на засыпку. Сколько же было на территории Украины войн? И какое количество людей погибло, окропив эту землю, матушку, своим кровью, потом, и полегло в нее для того, чтобы создать такое количество чернозема? Или все-таки украинцы всегда были настолько трудолюбивые, что содержали так много скота, что он удобрил всю эту землю, превратив территорию в чернозем? Об этом есть смысл подумать. А вот это замечательный, как вы думаете, что? Да-да, это те самые яблоки, которые после себя оставляет конь. Так вот, это замечательный конский навоз. И это самый ценный навоз, самый дорогой навоз в мире, потому что он очень качественный, и его прекрасным образом можно добавлять в грядки. Таким образом у вас будут расти самые замечательные, невероятные результаты осенью, а именно ваши урожаи. С этим навозом все просто, здорово, но только есть одна небольшая проблемка. Говорят, что он очень дорого стоит. И по идее, даже по сути, да, либо вернее по практике, конь обычно у хорошего хозяина сам себя прокармливает. То есть схема действует так, что количество навоза в течение года, которое остается после вот такой вот красивой лошади, ее достаточно для того, чтобы продать и на вырученные средства купить нужное количество сена. В этом мире все изобильно. Прошлогодний и даже свежий навоз мы собираем в телегу. И сейчас будем везти его в грядки и сажать тыквы, арбузы, помидоры и прочие разности, полезности и вкусности. Чего и вам желаем.
Ну и, собственно говоря, продолжая тему изобилия и плодородия, теперь мы смешиваем вот эту черноземную землю рассыпчатую, добавляем в нее еще немножко удобрений прошлогодних. Вот они, конские яблоки. Более того, добавляем еще пепел, ну и немного песка, чтобы она была более рыхлая. Собственно говоря, вот это все сейчас сядет, будет перемешано, засыпется в специальные ящички для рассады, и мы продолжаем сажать различные вкусные и полезные и красивые растения. Как говорят, в этом году, начиная с этого года и продолжая по 2030 год или 2025, очень вероятно, что всех ждет большие проблемы с продовольствием. Если бы все вместо того, чтобы воевать, заниматься всякой ерундой, поддерживать политиков, слушать, смотреть телевизор, читать телеграм-каналы, занялись бы земледелием, мы сейчас с вами занимаемся земледелием, то никаких проблем с едой и изобилием на нашей замечательной планете никогда бы не было. Ну вот, собственно говоря, грядка готовая, в которой уже много всего посажено, в том числе и тыквочка на рассаду, которая была посажена ранее. Теперь вот грядка, которую сегодня тоже посадим. На 6 метров 2 полных классных тележки отличнейшего навоза. Потом все это будет перекопано, посеяно и замульчировано. А теперь спросите меня, где же тут пермакультура и зачем снимается зеленый слой дерна. Дерн был снят конкретно в данном месте исключительно для того, чтобы задернить баню. Вон она, красавица, стоит. Вы ее даже не увидите из космоса. Настоящий домик хоббита. Так будут построены очень многие домики здесь у нас в Биополисе. Есть окошко, есть труба. И сейчас, через месяц, она вся будет зеленая, заколосится и совершенно сольется с окружающим нас ландшафтом. Всем добра!